Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на май 2025 года для восходящих рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. И все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о тенденциях мая 2025 года для восходящих рыб. Первое событие, которое нас ожидает в мае: 7 мая в ваш второй дом гороскопа зайдет Меркурий, и он там будет до 23 мая. Меркурий был очень долго в вашем первом доме гороскопа, сейчас он перемещается во второй дом гороскопа, как планета коммуникации и информации. Он склоняет к тому, чтобы много говорить про деньги, много обсуждать финансовых вопросов, может быть, где заработать, может быть, уровень оплаты труда обсуждать, может быть обсуждать большие расходы, покупки крупные и так далее. Также второй дом — это дом речи, может быть необходимость больше говорить, либо как-то заниматься речью, обсуждать вопросы там лечения глаз, зубов, питания, вопросы пересмотра и так далее. Помимо этого, транзит Меркурия по второму дому гороскопа для рыб, у которых есть отношения, может давать период какой-то разлуки в отношениях и период, когда вы можете получать какие-то финансы от мамы, может быть, подарки или финансовую помощь. Также кто-то может получать деньги от продажи недвижимости, транспорта, но транспорт бывает разным, да, помните, и продажи каких-то вещей из дома, может быть, мебели. То есть такое какое-то расхламление с продажей может происходить. Есть еще тенденция на получение доходов от партнерства, то есть может быть такое, что, допустим, муж, жена помогает вам в каких-то финансовых вопросах. 12 мая состоится полнолуние в вашем восьмом доме гороскопа. Ну и как обычно, полнолуние в восьмом доме гороскопа — это вообще очень трудно прогнозируемая история, но это не всегда что-то глобальное, это может быть какая-то новость, какой-то звонок, то есть какая-то информация, которая от вас была скрыта, что-то, что вы, может быть, вообще никак не ожидали. Это может быть даже и не вас касаться, а вам позвонили и перепутали. То есть полнолуние в восьмом доме гороскопа как такая табакерка, из которой что-то выскакивает непонятное. Не жили без этого, жили без этого нормально, могли бы дальше жить, но тут какая-то новость просто, которая вот врывается в нашу жизнь на какое-то время. Также полнолуние в восьмом доме гороскопа в этот период может давать ограниченность ресурсов ваших партнеров. И, возможно, вот действительно вам нужно будет друг другу как-то помогать в мае, то вы партнерам, то партнеры вам, то есть какая-то история, что у вас, скорее всего, будет много запланировано расходов, мне кажется, и вы будете на эти расходы искать какие-то ресурсы. 14 мая в ваш третий дом гороскопа зайдет Солнце и будет там находиться до 15 июня. Солнце в транзите по третьему дому гороскопа конкретно в вашем случае указывает на то, что кто-то из рыб может получать какие-то новые навыки, может быть, оттачивать какие-то новые навыки. Это даже может быть поход на какой-то курс, как курсы вождения, курсы маникюра, курсы рисования, может быть, и так далее. То есть какие-то навыки, но это не просто как хобби, а это вот что-то для работы. Может быть, допустим, управление погрузчиком на работе, то есть какая-то корочка, чтобы у вас была за это. У кого-то из рыб может быть история вопросов, которые связаны с судебными разбирательствами. У кого-то может быть вопросов, связанных с разбирательствами с государственными органами власти.
То есть Солнце в третьем доме гороскопа будет формировать комбинацию на то, чтобы выяснять какие-то вопросы, решать какие-то вопросы спорные, может быть, такие надоедливые в государственных органах, у адвокатов, у нотариусов, может быть, в банках точно так же, по справкам каким-то, но именно вот банки, такие присутственные места, даже не поликлиники, а вот банки, страховые, налоговые, вот какие-то такие места. Также Солнце в третьем доме гороскопа может прояснить какие-то вопросы, связанные с документами, связанные с поездками, с вашими хобби. Вы в этот период можете как-то проявить себя как лидер в кругу друзей, как какой-то, может быть, предводитель своих друзей, каким-то образом их организовать. Но с друзьями тоже надо аккуратно, потому что может пробежать черная кошка между вами и какими-то друзьями в этот период. Следующее событие 14 мая состоится важный транзит. Для вас он будет вдвойне важным, потому что 14 мая управитель всего вашего гороскопа Юпитер заходит в ваш четвертый дом гороскопа до 18 октября, потом он уйдет немножко вперед в пятый дом гороскопа, потом в декабре вернется. Но ключевое, меняется положение управителя всего вашего гороскопа. До этого он год примерно шел по третьему дому. Это дом коротких поездок, дом документов, дом хобби, дом младших братьев и сестер, дом каких-то навыков. И сейчас как бы там был фокус в коротких поездках, в том, чтобы оформить какие-то важные документы, в том, чтобы, может быть, даже бизнес у кого-то открыть. Сейчас Юпитер заходит в четвертый дом гороскопа, и фокус внимания смещается на то место, где мы живем. И это может быть желание что-то поменять в месте жительства, может быть, купить, продать машину, квартиру, может быть, переехать. Но такое ощущение, что вы либо становитесь каким-то затворником, то есть вы больше времени проводите дома, но у кого-то из рыб может быть такое, что меняется место жительства в связи с изменениями в работе, либо меняется работа в связи с переездом. То есть здесь переплетение работы и места жительства. Но важно, что фокус смещается в другую сферу, и вы будете направлены на решение вопросов, связанных с этой сферой. Я рассказывала уже про тенденции по транзиту Юпитера в прогнозе на 2025 год, и отдельно запишу еще одно видео конкретно про транзит Юпитера по четвертому дому гороскопа, поэтому подробно здесь останавливаться не буду. 23 мая в ваш третий дом гороскопа зайдет Меркурий, и он там будет до 6 июня. Ну вот Меркурий еще наведет шороху, потому что транзит Меркурия по третьему дому гороскопа, во-первых, как планета информации, коммуникации и общения, по дому информации, коммуникации, общения будет вынуждать вас очень много общаться, очень много, может быть, перемещаться, потому что это дом коротких поездок. Тут есть тенденции и на такие серьезные отлучки из дома, либо то, что вы часто будете там в другой город, в другую страну уезжать. И помимо этого еще может быть необходимость вот эта вот очень бюрократическая какая-то история, то есть бумаги какие-то оформлять, документы какие-то, может быть, кульминационная какая-то часть вот этого транзита Юпитера по третьему дому, что вы там наконец-то какие-то бумаги получаете, какими-то новостями делитесь и так далее. Также есть указания на заключение каких-то соглашений. Вот, например, там брачный контракт заключить, либо заключить какое-то партнерское на рекламу соглашение и так далее. И для партнеров по браку и личной жизни, может быть, тоже нужно будет оформлять документы в этот период. А 27 мая состоится новолуние в вашем третьем доме гороскопа. И новолуние в третьем доме как раз может дать какую-то поездку, получение какого-то документа, у кого-то знакомство с человеком, который может стать вам в дальнейшем другом, общение, встреча с младшими братьями и сестрами, общение, может быть, начало какого-то нового хобби. И 30 мая состоится уже заключительное событие глобальное весны. Раху и Кету поменяют свой знак. Раху в 12 дом вашего гороскопа зайдет, а Кету в 6 дом вашего гороскопа зайдет до 25 ноября 2026 года. И Раху в 12 доме гороскопа
тоже будет склонять к переезду, либо к переменам в месте жительства и транспорте. Кету в 6 доме гороскопа будет склонять к переменам в работе, может быть даже отдаление от работы. Я бы даже сказала, что если рыбы работают не удаленно, то многие рыбы могут перейти на удаленный какой-то формат работы, либо работать с другим городом или с другой страной. То есть такие какие-то у вас даже формат работы, может быть, меняющие транзиты, которые тоже меняют как бы работа и место жительства и работа. Все будет так зависеть. То есть где-то произошли перемены и потянули за собой другие перемены. Но про эти транзиты я тоже отдельное видео запишу и рассказывала тоже в прогнозе на год. И главное понимать, куда дует ветер. И последнее событие мая, 31 мая, в ваш 2 дом гороскопа зайдет Венера, и она там будет находиться до 29 июня. Вот Венера опять вот такую тенденцию, опять вот вы теперь как будто бы получаете деньги от партнеров. То есть у вас как бы кто заработал, тот помог, кто заработал, тот помог. Сегодня я тебе помогаю, завтра ты мне помогаешь. Транзит Венеры по 2 дому гороскопа как раз на такую историю, что вы можете получать деньги от партнеров. Но это могут быть еще деньги от каких-то налогов, от страховок, от наследства, незаработанные деньги, тайная какая-то помощь или какой-то подарок финансовый. Также Венера у нас планета красоты, любви и творчества, идет по дому, который отвечает за уровень ресурсов, за уровень энергии, за питание. Поэтому это в целом благоприятно, планета денег, по дому денег, то есть это улучшение какого-то материального состояния на период, вот, на месяц. Какие-то тенденции Венера создает, чтобы улучшить ваш уровень энергии, то есть может быть бодрости, заряд больше, может быть времени свободного больше появится, но при этом и доходы могут увеличиться. Это еще может быть период, когда есть желание заниматься выбором, покупкой очков, каким-то украшением лица, то есть что-то там, прическу менять, может быть улучшать речь, тренировать, может быть петь больше, и таким образом как бы какое-то настроение улучшается. То есть я считаю, что транзит Венеры по 2 дому гороскопа у вас однозначно такой улучшающий. Помимо этого может быть еще такой эффект, как получение дохода от продажи каких-то своих вещей, может быть от того, сколько вы приложите собственных усилий в этот период, именно вот в руках, вот то, что вы там, допустим, хобби какое-то делаете, рукоделие, доходы от блогерства, то есть какие-то дополнительные возможности у вас будут, возможно, вы будете их искать, да, потому что транзит Меркурия сначала по 2 дому гороскопа, поиск каких-то возможностей, ресурсов, потом транзит Венеры, ресурсы найдены. В общем, какие-то у вас будут грандиозные, я думаю, планы на май, которые вы будете очень активно в мае реализовывать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на май 2025 года для восходящих рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.